Доброго всем дня! Я рада увидеться в этом светлом, расширяющем пространстве. Рада видеть тех, кто не завис на переходе и кто не подвисает на выходе из матрицы, кто идет в автономное управление своей голограммой и своей жизнью здесь. Чего только мы с вами не разбирали. Сегодня затронем интересную, живую тему, потому что она существует во всех, и она касается абсолютно всех. Это субличности и как это выглядит энергетически. В течение жизни в этом теле, так будет вам привычнее слышать, и для тех, кто более продвинутый, во время длительной фиксации на сне вы собирали своим фокусом и своими реакциями старую личность. Так сложился ваш шаблон. Естественно, те паттерны и кармические сгустки программ, которые вы притащили неосознанно, которые здесь вам необходимы для игры, они тоже имеют огромную роль. И каждая ваша реакция в пространстве, каждое ваше желание, которое не реализовано, и каждое чувство, которое вы не прожили, все это создает живой мысли-пакет. Если вы видели, как создается клетка, как движется клетка, как двигается амеба, вот что-то на это похоже. И вот этот живой мыслепакет, он потом начинает плодиться. Соответственно, когда в течение погружения в эту игру вас не научили понятиям, вам не рассказывают правильные понятия, как на самом деле выглядит любовь, что такое Бог, что такое подсознание, что такое человек, что такое мир. То есть у нас есть какие-то расплывчатые понятия, и, соответственно, если мы расплывчато понимаем, также расплывчато мы видим выгрузку того, что мы прописываем на различных курсах. И какое бы желание вы ни писали, оно в любом случае не может исполниться только потому, что вы не можете правильно его сформулировать. И это не род виноват. Но сценарий, он способствовал тому, чтобы вы поместились в среду, где будете отыгрывать какое-то основное чувство. Например, вы пришли проиграть и испытать богатство. Вы хотите испытать свободу от денег. Значит, создается такой паттерн нищеты или денежной тревожности, создается эта установка, на которую подбирается определенная среда, ваш род и вообще, в принципе, все, что с вами будет происходить. И в каждый момент в течение этой жизни записывалась какая-то реакция. Это был страх, вина, стыд, непринятие себя, естественно, плюс прошлые кармические программы, которые сидят в самом уже теле. И вы, соответственно, являетесь вот таким энергетическим целым сгустком программ. И большей частью людей управляет судьба, то есть их ведут по одному шаблону для того, чтобы происходила игра все-таки. Это люди, молодые души, соответственно, 1, 2, 3 уровень, или выведенные души. И то, что вы забываете своим умом, вы не помните какое-то событие, это лишь значит, что вы оперируете только кратковременной памятью, вспоминая, кто вы как личность, что вы делали вчера, где вы учились и так далее. То есть у вас есть какая-то поверхностная память, которая держит картинку, определенный шаблон, в рамках которой вы себя здесь позиционируете. И любое ваше переживание, оно оставляет след в вашем поле, в вашем подсознании. Но вы не можете о нем помнить, но это не значит, что оно куда-то делось. То есть абсолютно все ваши реакции за эту жизнь, абсолютно все непрожитые моменты, абсолютно все, что вы себе не позволяли, но хотели, хранится очень-очень глубоко. И когда вы проживаете какое-то чувство, и оно сохраняется именно на низкой вибрации, что мы и имеем в виду под словами страх, тревожность, то есть очень низкая вибрация в вас заходит, соответственно, она имеет тот же самый возраст, в котором вы проживали события, создается паттерн. Например, вы были маленьким ребенком, родители разошлись, соответственно, у вас появляется обида, и вот этот 5- или 10-летний ребенок живет внутри вас. И вот таких субличностей миллионы. Но вы, например, боитесь денег, и вам кажется, что это ваш страх. Но это управляет невидимая суть. Не вы не даете себе вступить в реализацию, а то, что отыгралось и боялось ранее. Не вы едите за троих, а работает паттерн. И если вы прорабатываете это через сознание, это бесполезно. Личность играет, и она создает еще больше и больше этих мыслепакетов. Особенно это важно понимать тем, кто психолог и кто работает с легализацией правды.
Потому что вы, владея матричным инструментом, сейчас должны внести нечто новое из пятого измерения, потому что в терапии обязательно нужно выдать коды и выдать ключи, которые человек сам захочет встроить и которые будет воодушевленно, с решимостью выполнять. Он захочет перейти на другую ветку. Соответственно, его фокус, внимание, все его подсознание будет направлено на то, чтобы найти решение, найти ответы и не смотреть на тот сектор, который ему сейчас не нравится. Что же делает у нас классическая психология? Естественно, она докапывается до какой-то сути прошлого, она начинает там раскапывать, подходит и так, и этак, и человек постоянно должен быть в терапии, то есть он не может выйти из терапии, он не понимает фундаментальной программы, что с ним происходит. Когда в работе я вижу очень много субличностей, моя задача вскрывать их поочередно. Иначе психика не может справиться, потому что многие живут только за счет своих болей, за счет своих тревог, и они не видят другого пути. И этот месяц будет у нас посвящен с вами комплексной работе, не только с сознанием и с подсознанием. Мы также подключим как раз КПТ, когнитивно-поведенческую терапию, о чем мы сегодня говорили с мастерами. Мы добавим действия в вашу реализацию, но чтобы ваше высшее Я уже вас вело. Мы добавим удовольствие от работы, работу с телом, работу с энергетикой обязательно, потому что многие из вас сейчас идут на запуск кундалини. Без запуска кундалини пробуждение не наступает. Поэтому к этому аккуратно, постепенно мы с вами придем. Я всех очень вас люблю, благодарю и жду уже готовых.